Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Отдельный привет хочу передать спонсору моего канала. Мне очень приятно, что вам нравятся мои видео МК, и вы решили меня поддержать, и мой канал в том числе. Итак, сегодня я вам хочу показать и рассказать, каким образом выполнить вот такую вот очень интересную модель летней кофточки. Я, конечно, понимаю, что уже практически середина августа, и я так думаю, что эта модель кофточки, она летняя, именно модель кофточки, она будет уже крайне в этом сезоне, но, возможно, кому-то понравится она, и в течение, так сказать, зимнего периода вы сможете ее уже потихоньку начать вязать на следующий именно сезон. Итак, теперь немножко о данной модели кофточки. Как вы видите, она получилась, я надеюсь, интересная. Мне эта моделька очень понравилась. Выполнена она полностью крючком. В последнее время у меня выходило в летний период именно много разных кофточек, выполненных спицами, поэтому я решила вот последнюю все-таки кофточку в этом сезоне связать крючком. При этом у нее интересный такой, на мой взгляд, дизайн, то есть выполняла я ее, вязала в двух цветах, то есть это у меня бордовый цвет идет и кофейный, с небольшим градиентом, то есть сверху у меня идет кокетка с мотивами, внизу у меня идет просто ажурный узор, при этом присутствует градиент, как на кокетке, так и внизу я добавила градиент, и при этом у меня еще спереди вот такая вот красивая шнуровочка с бусинками. Изначально я планировала и думала сделать эту шнуровочку до середины кокетки, а сверху вот эту вот часть сделать как бы небольшим вот воротничком. То есть я так думала до последнего момента, но потом все-таки в процессе примерки я решила все-таки сделать шнуровочку именно до конца, до верха этой кокетки. Но вы в свою очередь можете взять на заметку и такую идею. Возможно, кому-то так даже больше понравится. То есть это сделать шнуровочку вот до этого участка, а верхнюю часть вот именно сделать вот такие вот отворотики. Возможно, вам такая идея тоже будет интересной. Итак, значит, выполнила я эту кофточку примерно на размер 46-48, но в процессе видео МК я подробно объясняю, каким образом можно эту кофточку при желании и увеличить. При этом у меня приталенный вот такой вот вариант модели, но опять же, так как я понимаю, что далеко не всем нужно это приталивание, то есть вы можете связать эту кофточку просто прямую, то есть это уже чисто на ваше усмотрение. Вязала я эту кофточку сверху вниз, то есть это у меня связана кокетка, и потом уже идет нижняя часть кофточки. При этом я специально по линии груди сделала такой вот узор, не очень просвечивающийся, так как я, если честно, не очень люблю кофточки, которые сильно просвечиваются на линии вот именно груди. Поэтому такой вариант мне очень даже понравился. По низу, да, по низу тут идет небольшой вот такой вот ажурчик, но в принципе я считаю, что по низу такой ажур он не мешает в кофточке. При этом не особо это видно, но по бокам у меня вот идут разрезики. То есть вот такие вот разрезики. И я считаю, что разрезики внизу кофточки это очень даже удобно именно в процессе носки. Но опять же, кому не нравятся разрезы, то есть вы их просто можете не делать. Значит, вязала я эту кофточку из 100% хлопка. То есть чуть позже я вам покажу, с каким хлопком я работала. Вязала в 2 нити, так как хотела выполнить градиент. Но опять же, со своей стороны я понимаю, что, например, не всем нравится вот именно двухцветный цвета кофточки, то есть вы эту модель, конечно же, можете выполнить и в однотонном цвете. Я думаю, что она также будет очень даже хорошо и красиво смотреться. Для этого просто необходимо будет взять пряжу в 2 раза толще, чем с которой я работала, и вязать в одну ниточку, например. Но это я еще в процессе видео МК подробно все объясняю. Значит, возможно, кому-то покажется, что эта модель, она сложная в работе. Я не могу сказать, что она сложная в работе, так как я очень подробно объясняю именно, как я ее вязала, именно с самого-самого начала, и начиная вот с этих вот мотивов. То есть я постаралась сделать все максимально подробно. И когда ты знаешь именно, что, зачем, как нужно выполнять, данная модель, я не считаю, что она сложная, но опять же, вы должны понимать, что уровень работы у каждого разный. И, конечно, если вы совсем-совсем недавно начали вязать крючком, но вам все-таки хочется выполнить эту
эту модель, то я со своей стороны рекомендовала бы вам просмотреть этот видео МК все-таки в полном объеме, чтобы понять, достаточно ли для вас информации, все ли вам понятно, и только после этого начинать выполнять работу. Так как очень часто бывают, к сожалению, такие ситуации, что видео МК не просматривается, сразу начинается вязать, например, кофточка какая-то модель, а потом выясняется, что информации недостаточно, что-то непонятно и тому подобное. То есть, чтобы такой ситуации не было, лучше, конечно, все-таки просмотреть видео МК в полном объеме. И только после этого начинать выполнять работу. Потому что я хоть со своей стороны и максимально постаралась все подробно объяснить, но тем не менее, я так думаю, что для некоторых может эта информация быть непонятной. Итак, перед выполнением работы я хотела бы вам сказать точные размеры кофты. Итак, в длину эта кофточка у меня получилась где-то около 62 сантиметров. В ширину по низу она у меня получилась где-то 46 сантиметров. Но не забываем, что по бокам идут еще разрезики, поэтому, в принципе, не стесняет абсолютно движение. Но опять же, если вам нужно будет связать побольше немножко эту кофточку, то, конечно же, лучше тогда сделать к низу небольшое расширение. Значит, по груди у меня максимальная получилась ширина, при этом где-то 47 сантиметров. Но на размер примерно 46-48 по груди она сидит очень даже хорошо. Если вам необходимо будет увеличить вот эту вот часть, то в принципе в процессе видео МК я объясняю, каким образом увеличить вот размер вот этой кокетки и, соответственно, подогнать под свой размер. Значит, максимальная ширина вот мотива, с которым я вот работаю, где-то около 6 сантиметров. То есть это вот от уголка до уголка. Это тоже мало ли вдруг кому-то пригодится эта информация. Высота кокетки при этом верхней где-то 24 сантиметра, 24,5 сантиметров. То есть я вязала эту кокетку именно до начала линии груди. То есть я не захотела ее делать более длинную. То есть такой вариант меня вполне даже устроил. Значит, ширина плеча получается до начала вязания рукавчика у меня где-то 12,5 сантиметров. И при этом у меня длина самого рукава, она у меня где-то 20,5 сантиметров. Ширина, сейчас я вам скажу, тоже мало ли вдруг кому-то нужно будет, она около 14 сантиметров у меня вот именно ширина вот здесь вот рукавчика. Если вы обратите внимание, рукавчик он также у меня связан не совсем вот так вот обычно, то есть я его вязала поворотными рядами, начиная вот с линии плеча, то есть вот отсюда поворотными рядами вязала, и потом уже через какой-то период времени я начала его вязать по кругу. То есть все это я еще в процессе видео МК подробно рассказываю, а также рассказываю, каким образом его можно, например, заменить. Это если вдруг вам все-таки покажется такое выполнение рукава сложным. То есть можно тогда просто обвязать, сделать вот так вот планочку, то есть коротенький будет совсем рукав. То есть все эти моменты я в видео МК все это объясняю, поэтому можете потом посмотреть. И я так надеюсь, что вам все будет понятно. Итак, это основные размеры, которые я вам хотела рассказать именно про эту кофточку. Итак, начинаем. Итак, для работы я взяла стопроцентный импортный хлопок. Это у меня хлопок без мерсеризации, поэтому вот он без блеска, матовый такой вот красивый хлопок. Это у меня турецкая пряжа, фирма называется Назар. Пряжа называется Ассоль. То есть, как я уже сказала, это тоненький хлопок. Значит, 50 грамм, 500 метров. То есть, как вы видите, метраж достаточно большой. Значит, использовала я два оттенка пряжи, так как я буду вязать с небольшим градиентом. То есть, это вот у меня пряжа кофейного цвета, ее номер 1815. И второй оттенок пряжи это цвет номер 1976, то есть это пряжа такого бордового, винного, даже я бы так сказала, цвета, такой же точно фирмы. Не знаю, найдете ли вы именно такую пряжу, потому что эта пряжа у меня, так сказать, из старых моих запасов. Но если вы мало ли вдруг не найдете именно такую пряжу, то значит что-то можно подобрать альтернативное. Главное, чтобы эта пряжа она была тоненькая все-таки, так как я буду
буду вязать эту кофточку в 2 нити и с градиентом, то есть с переходом с одного цвета в другой. Но опять же, если вам, например, этот цвет не нравится, вы можете, конечно же, выполнить эту кофточку в однотонном цвете. Тогда вы можете подобрать любую пряжу, чтобы у нее было где-то 50 грамм, 250 метров. И вязать эту пряжу в одну ниточку. Значит, также вам понадобится крючочек номер 2,5. Также я использовала небольшой декор в этой кофточке. Это 2 бусинки красивые и бирочка handmade, ручная работа. Но это уже на ваше, так сказать, усмотрение, надо вам это или нет. Также удобно будет это использовать маркеры, они вам пригодятся. И единственное, что я вам еще хотела порекомендовать, если вы все-таки будете вязать с градиентом, то есть именно такую модель, как у меня связана, и использовать пряжу контрастного оттенка, то есть вот как у меня в данной ситуации, я бы вам все-таки рекомендовала перед работой проверить оттенки пряжи, не линяют ли они. То есть для этого достаточно связать небольшой маленький образец в 2 оттенках и постирать их, потому что очень часто так бывает, что темные оттенки пряжи, они могут после стирки немножко залинять, и, конечно же, будет очень даже обидно, если вы выполните большую кропотливую работу, а потом после стирки у вас изделие может испортиться, так как залиняет цвет пряжи. Поэтому этот вопрос обязательно необходимо учитывать. Если вы будете вязать с контрастных оттенков, то лучше их проверить на прочность именно покраски этой пряжи. Итак, это основные моменты, которые я вам хотела сказать. Итак, начинаем. Итак, первое, что необходимо будет сделать, с чего начинается работа, это нужно будет связать 2 планки, состоящие вот из таких вот мотивов. Работать я буду по данной схеме. Эта схема будет вам предоставлена в конце видео, поэтому при желании вы, конечно же, также сможете распечатать эту схему и по ней работать. Схема несложная, но в то же самое время я понимаю, что, возможно, кто-то не особо умеет вязать крючком, поэтому сейчас я покажу вам подробно, как я вязала вот этот небольшой элемент. Он состоит буквально из 3 рядов, поэтому вяжется абсолютно несложно. В моей ситуации я его буду вязать с градиентом, то есть у меня цветочек, вот этот вот элемент, будет состоять из 2 цветов пряжи, то есть это внутри будет вот такой вот бордовый, и потом он будет переходить вот в такой вот кофейный, я бы так сказала, цвет. Вы, в свою очередь, конечно же, если, например, вы будете вязать без градиента, то вы просто вяжете однотонный вот такой вот мотив. Итак, значит, для начала первое, что необходимо будет сделать, если вы, предположим, будете вязать с градиентом, я буду вам так показывать, а вы уже там будете вязать по факту, как у вас будет работа. Значит, я беру ниточку тоненькую в 2 нити, то есть я буду вязать в 2 нити. Крючочек беру 2,5, и изначально что необходимо сделать, это связать цепочку из 6 воздушных петель. Вот таким вот образом я связала цепочку, и замыкаем вот эту цепочечку в круг. Вот таким вот образом. Я в процессе вязания всегда стараюсь максимально сразу ввязать все вот эти вот кончики и ниточки, потому что, как показывает практика, потом просто огромнейшее количество времени занимает вот именно, чтобы убрать вот эти вот все ниточки, поэтому я их ввязываю сразу в процессе вязания. То есть для этого вот следующий получается у меня ряд, который я должна провязать. Вот он у меня, вот этот вот идет ряд. Значит, я его вяжу следующим образом. Для начала необходимо мне связать 4 воздушные петли для подъема. Вот я провязала их. И далее я вяжу следующим образом. Делаю накид, и дальше я вяжу 1 столбик с накидом. Вот так вот. Но при этом, если вы обратите внимание, я придерживаю вот эту вот начальную нить и как бы сразу ее ввязываю в полотно. Далее я делаю 1 воздушная петля и опять же столбик следующий с накидом я провязываю. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. То есть, в принципе, несложно.
И при этом я сразу ввязываю вот эту вот начальную ниточку, кончик, чтобы потом ее просто обрезать. По такому принципу я довязываю до конца ряда. Всего в общей сложности у меня должно быть 15 вот этих столбиков с накидом. И вот 16 это будет считаться вот как бы вот эти вот 4 петли, которые мы провязывали в начале ряда. То есть в общей сложности получается, что с подъемными петельками 16 у меня будет столбиков. Итак, вот я провязала первый ряд. У меня получилось в общей сложности вместе с вот этими подъемными петельками 16 вот этих вот столбиков с накидом. В конце ряда я провязываю одну воздушную петельку. И далее я делаю следующим образом. Я отрываю одну ниточку и добавляю вот ниточку кофейного цвета. То есть теперь я следующий ряд буду вязать вот как бы вот такой вот двойной ниточкой. И при этом я делаю соединительную петлю с вот третьей петлей начального вот этого вот в самом начале, который мы вязали воздушной петельки. Вот таким вот образом у меня получается. То есть у меня уже идет переход сразу на вот эту вот двойную нить. И далее я вяжу следующий ряд. То есть на схеме вот он у меня, вот он этот идет ряд, в котором я буду вязать как бы такие вот небольшие столбики из 3 столбиков с накидом, которые будут формироваться. То есть следующим образом я буду вязать. Для начала мне нужно перейти вот как бы вот в эту вот дырочку, но при этом я сразу буду также ввязывать вот эти вот кончики ниточки, которые у меня вот образовались. Я их буду сразу ввязывать. То есть вот таким вот образом я соединяю, перехожу на следующую вот эту вот дырочку, в которой будет вот я буду провязывать 3 столбика с накидом. Делаю 3 воздушные петли для подъема. Вот 3 воздушные петли. И потом сюда же, вот в эту же дырочку, я провязываю 2 столбика с накидом. Но при этом я последнюю вот эту вот петлю я не провязываю. То есть 1, 2. Вот у меня получилось как бы 3 столбика с накидом. И теперь я только провязываю вот этих все 3 петельки. И делаю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. То есть вот таким вот образом я это все провязываю. И далее я делаю также в следующую вот эту вот дырочку, следующая, которая у меня идет. Я также провязываю 3 столбика с накидом. При этом я не забываем придерживать вот эти вот ниточки, которые вот были. И их я также ввязываю в полотно сразу. То есть 1, 2 и 3. Вот 3 столбика с накидом я провязала, после чего я провязываю вот так вот все петельки. 3 воздушные петли. 2, 3. Далее мы продолжаем также вязать следующий вот этот вот, следующую дырочку, 3 столбика с накидом. Точно так же. То есть 1, 2, 3, до конца не довязываем. 3, вот я провязала 3, и я их теперь вот так вот все провязываю, все 4 получается этих петельки. По такому принципу я буду довязывать до конца ряда. То есть вот в каждую вот эту дырочку провязывать по 3 столбика с накидом. И потом их провязывать вот таким вот образом 3 вместе. Между этими вот будут столбиками 3 воздушные петли. При этом я примерно вот ввяжу вот этот вот кончик еще в несколько вот этих вот столбиков. И потом просто начну вязать до конца ряда. Итак, вот я уже довязала, получается, второй ряд практически до конца. Не забываем, что обязательно необходимо после того, как вы провяжете вот эти вот все вот столбики, лучше, желательно, я их просто вам рекомендую пересчитать, потому что очень часто так бывает, что не пересчитаешь, их оказывается в процессе вязания потом меньше, и потом приходится перевязывать. Поэтому после того, как вот эти вот все столбики вы провязали, то есть лучше их пересчитать, их должно быть всего 16. Так, после 16 вот этого столбика я провязала 3 воздушные петли.
То есть вот они у меня, этих 3 воздушные петли. И далее я буду их соединять с первым столбиком, соединительной петлей, но предварительно перед этим я отрываю вот эту вот бордовую ниточку, которая у меня была, и добавляю вторую ниточку кофейного цвета, так как я третий, последний ряд буду вязать однотонным цветом, то есть он у меня будет кофейного цвета. То есть вот я убираю одну ниточку, добавляю вторую, вот таким вот образом, и делаю соединительную петлю уже сразу 2 ниточками кофейного цвета. Вот сюда, в первую петельку. Вот, все. Вот этих вот 2 ниточки, они у меня остаются, я их потом еще уберу. Значит, и далее, что я делаю? Нам нужно дойти до середины вот этой вот дуги, так как я теперь буду вязать 3-й ряд по схеме. То есть вот он у меня выглядит на схеме. Это последний ряд. То есть я делаю вот таким вот образом одну подъемную петельку. Вот так вот до середины дуги дохожу. После чего делаю 5 воздушных петель. Вот. И фиксирую в следующей дуге одним столбиком без накида. Вот таким вот образом. Далее опять же 5 воздушных петель я провязала и фиксирую в следующей дуге. Вот. И далее я должна вывязать вот этот вот элемент, который у меня будет идти по бокам, то есть всего их 4 штуки будет в моем элементе. Но единственное, что здесь на схеме указано как бы 5 вот этих вот воздушных петелек, я буду провязывать 3, потому что если провязать 5 петелек, то будет слишком большая как бы здесь вот дырочка, поэтому я провязываю 3 петли, чтобы ее уменьшить. То есть следующим образом вяжу, провязываю в следующую дугу 5 столбиков с накидом. Вот я провязала 5 столбиков с накидом, делаю 3 воздушные петли. И опять в эту же дугу я провязываю еще 5 столбиков с накидом. Вот следующие 5 столбиков с накидом я провязала, то есть у меня получилось вот таким вот образом. Это как бы уголок получается мотива. Далее я в следующую вот эту вот дугу провязываю 1 столбик без накида, 5 воздушных петель и провязываю в следующую дугу столбик без накида. Вот так вот. 5 воздушных петель и в следующую дугу также провязываю столбик без накида. Вот так вот. И далее у меня в следующую вот эту дугу идет опять же оформление уголочка, то есть я провязываю точно так же. То есть это я провязываю 5 столбиков с накидом, вот 5 столбиков с накидом я провязала, 3 воздушные петли и опять сюда же 5 столбиков с накидом я провязываю. Вот. То есть вот я провязала, получается, второй вот этот уголок. По такому принципу я довязываю до конца ряда. То есть далее я, получается, вяжу следующую дугу 1 столбик без накида, потом 5 воздушных петель, столбик без накида в следующую дугу, опять же 5 воздушных петель, столбик без накида в следующую дугу. И опять у меня идет вот оформление уголочка, как я вязала до этого. То есть по такому принципу я довязываю до конца ряда.
Так вот, я провязала практически до конца уже этот мотив. То есть у меня вот я вывязала 3 уголочка, как вам показывала. То есть вот таким вот образом. И далее вот у меня остается последний, я должна вывязать уголок. При этом вот этих вот 2 ниточки, которые у меня остались в начале ряда, я их буду сразу ввязывать в этот уголок. То есть вот у меня следующую дугу, получается, я должна вязать 5 столбиков с накидом. То есть я вот как бы вот так вот ниточку сюда протягиваю. И сразу вместе с этой ниточкой я провязываю 5 столбиков с накидом. Вот я провязала 5 столбиков с накидом, 3 воздушные петли. И опять же сюда же я провязываю 5 столбиков с накидом. Вот я довязала до конца, это получается мотив, после чего я соединительной петлей соединяю с началом работы. То есть вот таким вот образом продеваю вот сюда вот петельку и заканчиваю работу. Ниточка отрывается. После этого, значит, с обратной стороны смотрите, что у нас получается. У нас получается, что сразу уже зафиксированы вот одна ниточка. Вот вторая ниточка начальная, она уже сразу зафиксирована, и третья ниточка. То есть это получается, что мы сэкономили достаточное количество времени, так как все этих вот 3 ниточки, получается, их можно уже сейчас на данный момент просто отрезать. И не надо будет тратить время на то, чтобы их убирать крючком. Единственная ниточка, которую нужно будет вручную убрать, это вот последняя вот эта вот ниточка, которую у нас не получилось ее вязать. Ну, это уже, так сказать, совсем чуть-чуть практически. Конечно же, после того, как вяжутся эти мотивы, их необходимо отпаривать, потому что до отпаривания они не очень ровненькие, после отпаривания становится намного симпатичнее. То есть вот такой вот у меня в результате получился мотивчик, и теперь я вам расскажу, каким образом эти мотивы между собой соединяются. Но для этого необходимо провязать, и я это сделаю за кадром, то есть получается первый и второй ряд, то есть вот до последнего вот этого ряда необходимо провязать, и уже на последнем вот этом вот ряду, где мы будем формировать уголочки, идет соединение мотивов. То есть первый мотив вы просто вот так вот вяжете, следующие мотивы вы уже будете между собой соединять, как бы формировать деталь, которая нам необходима. Итак, вот я провязала второй мотив, вязала его по принципу первого, по схеме, и провязала его до предпоследнего ряда. То есть выглядит он у меня вот таким вот образом. И далее я на последнем уже ряду буду соединять его, вот получается, с первым мотивчиком этим. Буду соединять следующим образом. То есть для начала мне необходимо довязать до угла. То есть довязываю я точно так же по принципу первого мотива. Вяжу по схеме. Вот, я дохожу до угла, и здесь я сейчас уже начну делать соединение. То есть я провязываю 5 столбиков с накидом до серединки угла. Вот я их провязала. Делаю 2 воздушные петли, 2. И далее я начинаю соединять с этим первым мотивчиком. Для чего я в уголок вот так вот сюда протягиваю крючочек, вытягиваю вот эту вот петельку после второй воздушной петли. Таким вот образом делаю одну воздушную петлю, после чего провязываю 5 столбиков с накидом опять сюда же в уголок. То есть формируем уже до конца уголок. Вот я провязала 5 столбиков с накидом, после чего я в следующую дугу провязываю 1 столбик без накида.
И далее у меня опять же я буду теперь соединять вот с этим мотивом вот в этих местах, то есть где у меня были вот эти две дуги. Для чего я провязываю 3 воздушные петли. Вот 3. Напоминаю, что у нас по 5 идет воздушных петель вот здесь вот. 3 петли я провязала. Далее я беру вот на первом этом мотиве, завожу сюда крючочек, вытягиваю вот эту вот петельку вот таким вот образом. Вот у меня получается. И провязываю 2 воздушные петли. То есть в общей сложности у меня получается 5 воздушных петель. Точно так же, как и в первом мотиве я провязала. Далее я провязываю 1 столбик без накида вот во второй мотивчик. И опять же провязываю 3 воздушные петли. Вытягиваю во второй вот этой вот дуге первого мотива. Вот так вот. И провязываю следующие 2 воздушные петли. То есть вот таким вот образом у меня получается соединение. 1 столбик без накида. Вот таким вот образом. И далее мы начинаем формировать второй уголок в мотиве. То есть я провязываю 5 столбиков с накидом. 4, 5. Вот я провязала 5 столбиков с накидом, делаю 2 воздушные петли. В уголок вот в этот вот, во второй, я вытягиваю вот это получается крючочком петельку. Вот таким вот образом. 1 воздушная петля. И опять же 5 столбиков с накидом я провязываю вот этот во второй уголок. То есть формирую его уже этот уголок до конца. 5. И далее мы вяжем по схеме. То есть вот у меня получилось вот таким вот образом соединение. Пока оно не очень ровное, но, как я уже сказала, необходимо обязательно, конечно же, отпаривать полотно. То есть вот 5 столбиков с накидом я провязала, фиксирую столбиком без накида следующую дугу. И далее я уже довязываю вот этот мотив по принципу первого мотива. То есть вяжу по схеме. То есть вот по такому принципу я буду делать соединение мотивов. То есть после того, как я вам рассказала, как он вяжется, значит, кто-то, возможно, посмотрел это видео, как он вяжется, кто-то, возможно, кому-то будет просто по схеме удобнее вязать. Это уже в зависимости от вашего, так сказать, уровня подготовки вязания. Далее необходимо будет связать именно боковые планочки сверху, которые идут в кофточке. Я вам покажу, каким образом я их вязала и как я их между собой также соединяла. Итак, вот у меня получилась вот такая вот часть из мотивов. Вязала я мотивы и соединяла их по принципу, как я вам и показывала. Единственное, что вы, конечно же, должны понимать, что первый ряд мотивов, которые я провязывала, я их соединяла только вот в одном месте. Это вот здесь вот получается. А второй ряд мотивов вы уже соединяете в 2 местах. То есть получается вот здесь вот и вот здесь вот. Но принцип соединения, он абсолютно одинаковый. То есть вы фиксируете в уголочках. И вот здесь вот получается, где у нас 5 воздушных петелек вот между собой. И получается вот здесь вот вы также уголочки фиксируете. То есть принцип соединения вот этих мотивов, он абсолютно одинаковый. Итак, я в общей сложности провязала в длину, получается 8 вот этих мотивов. То есть это у меня получается сложенный напополам. Значит, в длину у меня получилось это примерно около 24 сантиметров. И я вот, выбирая вот эту длину, отталкивалась именно высоты от плеча до начала груди. То есть я ниже не стала добавлять еще делать один мотив, потому что там я не хотела, чтобы на линии груди все-таки очень сильно просвечивала эта кофточка. А здесь все-таки в соединениях дырочки достаточно большие, поэтому я сделала вот эти вот мотивы именно до начала груди. То есть на мой размер вот этих вот 8 мотивов
мотивов оказалось достаточно. Значит, в длину у меня один мотив при моей плотности вязания получился примерно около 6 сантиметров. Это от угла до угла. Значит, еще раз повторяю, я провязала, получается, 8 вот этих мотивов. Но опять же, если вы, например, будете вязать чуть больший размер, то вы вполне можете, например, добавить 9 мотив. То есть это вы уже должны как бы сами смотреть, сами по себе сделать замеры. И, конечно же, если размер у вас будет значительно больше, то здесь можно добавить еще дополнительно в длину мотивчик. Значит, в ширину я взяла, получается, 2 мотива. То есть вот здесь вот у меня. И в данной ситуации я отталкивалась от ширины плеча. Изначально я связала 3 ряда мотивов, но примерив на себя, я поняла, что на мой размер этих 3-й ряд он уже будет лишний, и он смотрится не очень хорошо. То есть вот 2 мотивов на мою длину плеча, на мой размер, этого вполне достаточно. Но вы, в свою очередь, также должны понимать, что если вы мало ли вдруг будете вязать на больший размер, то вам вполне возможно здесь и нормально будет добавить 3-й ряд этих мотивов. Все зависит от того, на какой размер вы будете вязать. То есть если будете существенно увеличивать, то значит здесь еще добавляем дополнительный 1 ряд мотивов. Значит, у меня в результате получилось вот таким вот образом. И значит, внизу я соединила вот эту вот планочку, получается у меня 8 на 2 мотива, я соединила вот такими вот еще 2 мотивами. То есть эта часть, она у меня будет под рукой. То есть получается, как вы понимаете, вот этот вот участок, это у меня потом будет здесь вывязываться рукав. То есть всего в общей сложности у меня получилось, что я связала 18 мотивов, то есть 16 это на планочку, и получается 2 это у меня будет под рукой. Соединяла по принципу, как вам и показывала. То есть вы, в свою очередь, если вы, например, будете добавлять на больший размер здесь еще 1 ряд 3-й мотивов, то вы точно так же провязываете все вот этих вот 8 мотивов, получается 3-й ряд, вот здесь вот, а потом дополнительно еще делаете вот этих 2 мотивчика, которые будут идти у вас под рукой. То есть это вот у меня получилась одна часть. Значит, по точно такому же принципу я буду теперь вязать и вторую часть. Итак, я связала вторую часть кокетки верхней кофточки, то есть выглядит она у меня вот таким вот образом. Вязала ее полностью по принципу, как я вязала и первую часть, которую я вам показывала и объясняла. Обязательно не забываем, что после того, как вы ее свяжете, необходимо отпарить полотно, потому что, конечно же, до отпаривания оно у вас не будет так красиво и хорошо смотреться. И теперь, когда у меня связаны вот 2 такие вот части, я их буду соединять и, так сказать, делать одну верхнюю кокетку, от которой дальше пойдет уже вязание. Вот я связала уже заранее вторую часть кокетки. Сейчас я вам покажу, как она у меня выглядит. Выглядит она у меня вот таким вот образом, вторая часть кокетки. То есть я ее уже обвязала. И на примере второй части я вам покажу, уже объясню, каким образом я ее обвязывала. А также с задней части у меня потом пойдет соединение. То есть с задней части у меня получается будет одно сплошное полотно с небольшим шовчиком посередине. А спереди у меня потом будет шнуровочка. То есть вот так вот будет отвороточка и идти небольшая шнуровочка. Итак, значит, на второй вот этой вот части я вам сейчас покажу, каким образом необходимо будет что вязать. Итак, на этом первая часть видео, как связать красивую летнюю женскую кофточку крючком, подошла к концу. Буквально на днях выйдет следующая часть видео МК, в которой я продолжу рассказывать и показывать, каким образом я вязала верхнюю часть кофточки, а именно кокетку, и также продолжила вязать низ данной кофточки. В конце этого видео я также оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатные видео МК на моем канале.
Поэтому заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересна и полезна. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, делимся данным видео со своими друзьями, вдруг у вас кто-то также любит и умеет заниматься рукоделием. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. Итак, до новых встреч!